на двиг не пускают, короче. Да. Тем более, с методами не совсем. Это доставляет основную проблему простым людям, а не тем, которые вот, ну правильно, против терроризма какого-то. Да, То есть целеправильные методы не очень. да. Сегодня мы пришли для того, чтобы высказать свое отношение к последним изменениям правил пересечения границы линии соприкосновения. По-моему, так они целиком называются. Выразили, у нас есть несколько моментов, которые мы решительно не понимаем. Первый момент – это что же все-таки происходит с Донбассом? Является ли вот этот жесткий порядок признанием фактической ампутации Донецкой области от Украины? Второй момент – это пропускной режим и жесткость, которую долго мы обсуждали, что надо отменить пропуска, как-то модифицировать эту систему, привлекали общественность. В результате этих всех новаций стало все еще хуже. Правила стали еще жестче. В итоге сейчас мы наблюдаем абсолютную гуманитарную катастрофу на пунктах перехода так называемой границы у блокпостов. Думаю, все из Донбасса неравнодушны, и они прекрасно понимают, что нужно прощать друг друга. Причем многие заблудшие, многие, которых обманывают, и это не их вина, что страна не может им помочь. Да, кстати, в отношении предпринимателей, которые остались на этой территории, мы озвучивали эту проблему на рабочей группе СБУ. Было очень интересно услышать мнение представителей службы безопасности. Вы же понимаете, они финансируют терроризм, те люди, которые остались на этой территории. В то время, когда, извините, работает бизнес известных нам лиц на территории Российской Федерации и платит налоги государству-агрессору. Там реально гуманитарная катастрофа, и это страшно. Страшно, когда люди умирают от того, что нет банальных лекарств. Но еще страшнее, когда люди обычные не могут выехать, а грузы курсируют туда-обратно. На сегодняшний день у нас есть серьезные проблемы с пропускной системой, и решить их можно следующим образом. Первое – это убрать пункт 1.6 из временного порядка и разрешить перемещение граждан на общественном транспорте. Второе – это увеличить число полос на КПВВ, увеличить число пограничников, которые проверяют граждан и вообще все, что там происходит, чтобы как можно быстрее пропускать людей и транспорт. Также это обустроить КПВВ, то есть разместить там туалеты, дать возможность людям иметь доступ к воде, к медицине, и также, чтобы были обеспечены средства безопасности, то есть система оповещения в случае чрезвычайной ситуации, ну и убежища от бомбежек, от других военных действий. Также это нужно побороть систему коррупции. Также это нужно уменьшить число дней, месяцев ожидания готовности своего пропуска. Это уже внутренние дела силовых структур, штаба АТЦ, это увеличение персонала, оргтехника и так далее, но это уже больше к ним вопрос. Все это реально, просто нужна политическая воля. И эта воля, она даст возможность приблизить Донбасс к целостной Украине. Но мы не забываем своих друзей, родственников, просто соседей, которые на сегодняшний день попали в беду и являются заложниками ситуации. И следующий момент, которым, я надеюсь, вы согласитесь, что любым действиям должна предшествовать позиция, должно предшествовать объяснение этой позиции, составление ее, согласование. Поэтому отдельный призыв здесь к власти, и он указан в обращении к президенту, это ведение диалога с оккупированными территориями, с неконтролируемыми территориями. Объяснение в первую очередь людям туда своих действий и своей позиции. Ведь российская пропаганда крайне сильна. И даже одно малейшее неправильно сказанное слово используется и против Украины. Поэтому на сегодняшний день очень важно говорить с теми людьми, выигрывать информационное противостояние, переходить из фазы оборонительной в наступательную.
фазу. У нас для этого есть все ресурсы. У нас есть более 1 миллиона переселенцев. Людей, у которых остались там знакомые, родственники. Людей, чьими голосами мы можем говорить туда. В этой войне, по сути, Украина борется с античеловечностью. Мы боремся с люмпинизацией. Всю ту позицию античеловеческую можно победить, лишь сохраняясь человеком. И вот прежде всего, низкий вам всем уклон от меня лично за то, что вы остаетесь людьми, сохраняете здравость сознания и сохраняете те ценности, с которыми Украина проходила сквозь историю, те ценности, с которыми мы проходили самые тяжелые и самые героические страницы становления Украины как таковой, и прежде всего украинского народа. Україна! Україна! Східний захід! Донбас! 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 Це Україна! Донбас! Це Україна! Донбас! Це Україна! Одна! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Соборна!